Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я тебе предлагаю порисовать панди из смешариков фломастерами или маркерами. Ну что, начнем? Для начала нам с тобой нужно нарисовать эскиз. Я беру простой карандаш и рисую круг. Если у тебя не получается нарисовать круг от руки, то бери какой-то круглый предмет, например, кружечку, и обводи ее. Дальше мы рисуем, после того, как нарисовали круг, рисуем бантик у панди, который на голове. Я рисую основание бантика и вот такие по бокам хвостики. Вот здесь у меня будет ушко. Ушко у меня такой слегка прямоугольной формы. С этой стороны она будет упирать вот так вот ручку в бок. И здесь вот такие ножки. Ножки выглядят такими вот тоже прямоугольничками. Фигура близкая к прямоугольнику. Внизу мы оставляем вот такую маленькую полукруглую область. С этой стороны у меня будет лапка, поднятая вверх в приветствии. Я рисую один пальчик, второй, третий и четвертый. А посередине ладошку. В этой области я рисую пояс. Так как у нас панди круглая, пояс у нас получается полукругом. Здесь у меня будет мордочка. Мордочка у меня будет в виде боба перевернутого. Вот здесь я нарисую носик треугольный и полукругом вот так вот нарисую ротик. Ротик будет открыт и внутри ротика язычок. Будем рисовать глазки. Глазки большие овалы. Внутри этого овала у нас будет еще один овал. И еще один поменьше. И вот в этой области я оставлю место для блика. И рисую точно так же второй глаз. Он у меня вот так наклонен. Здесь у меня зрачок. И область блика. Ну вот, я нарисовала мой эскиз карандашом. Теперь я возьму черный маркер и обведу полностью по этому эскизу наш рисунок. Если у тебя не получилось что-то, останавливай видео, на паузу ставь, рисуй так, чтобы у тебя получился хороший рисунок, и только затем продолжай рисовать. Для того мы и учимся рисовать. Затем бери черный маркер и обводи полностью наш рисунок. Делай это очень аккуратненько, не торопясь. Вот так я обложу полностью панди по кругу. Проще вводить, поворачивая лист, но так как я рисую на камеру, я не поворачиваю лист. Обводим ножки. Обводим лапку. Смотри, я не тороплюсь, и ты тоже не торопись. Обведу носик, вернее область вокруг носика, которая у нас будет полностью черная. Глазки. Зрачок я обведу вот так. Посмотри, оставлю в верхней части незакрашенное место.
Вот такие глазки у меня получились. Теперь я обведу носик. Носик мы закрасим сразу черным цветом. И ротик. Закрашиваем внутреннюю часть рта, не трогаем язычок. Вот такой контурный рисунок панди у нас получился. Теперь мы будем его раскрашивать. Забыла нарисовать пояс. Пояс мы рисуем полукругом для того, чтобы панди наша была объемная. Смешарики это у нас шарики. И когда, например, мы обвяжем ленточкой шарик, он будет выглядеть вот так, как овал. Я беру черный маркер и начинаю закрашивать нашу панди полностью. Закрашиваю мордочку вокруг глаз. Равномерно закрашиваю черным маркером. И если у тебя нет черного маркера, если у тебя нет маркера, пользуйся фломастерами, цветными карандашами или восковыми мелками. А можно нарисовать даже краской. Вот такая мордочка получается у панди. Сразу же глаза видно становятся лучше, они такие становятся яркими. Посмотри, как я равномерно, четко закрашиваю. И старайся делать так же. Ну вот, я закрасила мордочку. Теперь я закрашу ушки. Лапки. Обходим область ладошки. Ее мы не будем закрашивать черным. Закрашу пояс. И лапки. И теперь нижние лапки также закрашиваю. Внизу оставляем белые носочки.
Вот мы почти нарисовали нашу панди. Нам осталось раскрасить бантик. Его я закрашу розовым фломастером. Таким прямо ярко-ярко розовым. Полностью закрашиваем наш бантик. Стараемся не задевать черные линии, чтобы цвета у нас не смешались, не было грязи. Нам остается закрасить лишь глаза и сделать тени нашей панде. Глаза я буду закрашивать голубым. Оставляю блик незакрашенным, а всю остальную область зрачка закрашиваю голубым. Теперь я возьму светло-серый маркер и вот в этой области наверху для создания объема добавлю серой вот такой тени. Также я добавлю тень вот здесь, под носиком и над носиком. Возьму маркер серый чуть потемнее и сделаю тень для объема вот здесь под поясом. Нарисую тень под панди, под ножками. Чуть-чуть черным маркером поправлю ротик. Ну что, вот такая замечательная панди у меня получилась. Надеюсь, у тебя тоже все получится легко и просто. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Приходи ко мне учиться.